Они верили, что меняют мир. Они вкладывали все свои сбережения, закладывали дома и брали кредиты, чтобы купить акции новой технологической революции. А в итоге потеряли 5 триллионов долларов. Это был 2000 год. Крах пузыря доткомов. Сегодня вам рассказывают ту же самую сказку, но под другим названием – искусственный интеллект. Кажется, все вокруг, от таксистов до топ-менеджеров, говорят о невероятных прибылях и о том, как нейросети вот-вот изменят все. Инвесторы вливают сотни миллиардов, а капитализация Nvidia, Microsoft и OpenAI бьет рекорды. Но за этой ширмой эйфории скрываются очень знакомые тревожные сигналы. Те же самые, которые в 2000 году кричали об опасности, но их никто не хотел слышать. Привет, друзья! Это Quant Hill, и сегодня мы разберем 3 таких сигнала, о которых молчат в новостях, и объясним, почему завышенные оценки компаний – это лишь верхушка айсберга, и какие фундаментальные, почти физические ограничения могут обрушить всю эту конструкцию. Самое главное, вы поймете, почему на этот раз обвал рынков может оказаться гораздо хуже и затронет не только венчурных капиталистов с Уолл-стрит, но и ваши личные сбережения, даже если вы никогда не покупали акции компаний, связанных с AI. Это история о дежавю, которая может стоить мировой экономике дороже, чем когда-либо прежде. Готовы? Тогда погнали! Чтобы понять, что происходит сейчас, давайте вернемся на четверть века назад, конец 90-х. Интернет — это новая Эльдорадо. Любая компания, просто добавившая к своему названию .com, казалось бы, обречена на успех. Инвесторы, охваченные золотой лихорадкой, вливали деньги в любой проект, связанный с интернетом, не глядя на бизнес-модели, доходы или даже наличие продукта. Главное было успеть купить до того, как акции взлетят до небес. Shut up and take my money. Классический пример Pets.com. У них был гениальный маркетинг, запоминающаяся кукла-носок в рекламе и идея продавать товары для животных онлайн. Их оценили в 82 миллиона долларов на IPO. Но была одна маленькая проблема. Бизнес-модель была катастрофой. Компания тратила миллионы на рекламу, продавая товары себе в убыток, потому что доставка тяжелых мешков с кормом съедала всю прибыль. В итоге с 20 долларов за акцию в феврале инвесторы увидели цену в 19 центов уже в ноябре, когда компания объявила о ликвидации. И таких историй были сотни. Рынок был перегрет иррациональным оптимизмом. Коэффициент соотношения цены акций к прибыли у многих технокомпаний зашкаливал. Инвесторы платили за обещания, а не за реальные результаты. И вот в марте 2000 года музыка затихла. Пузырь лопнул. Индекс NASDAQ рухнул почти на 80%. 5 триллионов долларов просто испарились. А теперь посмотрим на сегодняшний день. Замените .com на искусственный интеллект, и сходство вас напугает. Мы, Homo sapiens, отмечали великий прорыв. Создание ИИ. ИИ? В смысле искусственный интеллект? Во-первых, это астрономические оценки компаний при минимальной прибыли. Возьмем OpenAI. В октябре 2025 года оценка компании после сделки по продаже акций сотрудников достигла невероятных 500 миллиардов долларов. Да, их выручка растет, но она несопоставима с этой цифрой. Инвесторы, включая Microsoft, вкладывают десятки миллиардов не в прибыль, а в веру, что OpenAI станет монополистом на рынке будущего. Это чистая ставка на хайп, очень похожая на те, что делались в 90-е. За первое полугодие 2025 года выручка компании составила 4,3 миллиардов долларов, а прибыли пока нет. Ты голодранец. Почему? Во-вторых, массовая эйфория в СМИ и страх упустить выгоду. Тот самый ФОМО. Как и в эпоху доткомов, любая компания, которая объявляет об интеграции ИИ, тут же видит рост своих акций. 28 октября, например, утром акции PayPal выросли на 17% на новости о партнерстве с OpenAI. А чуть позже выходит другая новость. Microsoft подписал новое соглашение с OpenAI. Акции сразу прибавили 4%. С начала 2025 года венчурные инвесторы вложили в ИИ стартапы рекордные суммы. И этот год может стать первым, когда на ИИ придется больше половины всех венчурных инвестиций.
Куда ни посмотри, рынок расколот надвое. Ты либо в ИИ, либо нет. Это заставляет инвесторов вкладывать деньги в перегретые активы из страха остаться за бортом. В-третьих, гигантские инвестиции в инфраструктуру. В 90-е это были оптоволоконные кабели. Их проложили столько, что 95% осталось темным, неиспользуемым, что привело к банкротству многих телеком-гигантов. Сегодня мы видим то же самое, но с дата-центрами. Чтобы обучать мощные ИИ-модели, нужны колоссальные мощности. NVIDIA, Microsoft, Amazon и Google инвестируют сотни миллиардов в фабрики ИИ. Например, Microsoft и OpenAI обсуждают проект Stargate стоимостью $100 миллиардов на один суперкомпьютер. Эти инвестиции основаны на прогнозах, что спрос на ИИ будет расти по экспоненте. А что, если нет? История повторяется, но есть несколько скрытых факторов, которые делают нынешнюю ситуацию, возможно, еще более опасной. Помимо внешнего сходства, давайте рассмотрим 3 конкретных сигнала, которые могут привести к трещинам в фундаменте ИИ-революции. Сигнал номер 1. Энергетический и ресурсный голод. Искусственный интеллект — это не магия. Это физические серверы, которые пожирают колоссальное количество электроэнергии. По различным оценкам, к 2026 году мировое потребление энергии дата-центрами может сравниться с потреблением такой страны, как Япония. В некоторых регионах это уже создает кризис. В Ирландии дата-центры потребляют более 20% всей электроэнергии страны. Больше, чем все городские домохозяйства вместе взятые. В американском штате Вирджиния, крупнейшем хабе дата-центров, они уже потребляют около 25% энергии. И по некоторым прогнозам, эта цифра может вырасти до 40% к 2030 году. Это фундаментальное ограничение. Нельзя строить ИИ-инфраструктуру быстрее, чем электростанции. А это долго и дорого. Гонка за ИИ уже упирается в физические пределы наших энергосетей. Что произойдет, когда новые ЦОДы будет просто некуда подключать? Или когда цена на электричество взлетит, делая ИИ-модели нерентабельными? Это бомба замедленного действия под всей отраслью. Сигнал номер 2. Микрокрах Humane AI Pin и суровая реальность. В начале 2024 года мир гудел в предвкушении Humane AI Pin — футуристической броши, которая должна была заменить смартфон. Проект привлек более $200 миллионов инвестиций, в том числе от сооснователя OpenAI Сэма Альтмана. Но выход на рынок обернулся провалом. Гаджет перегревался, работал медленно, и его ИИ-функции были бесполезны. В итоге, меньше чем через год, компания была продана HP за $116 миллионов при первоначальных запросах в $1 миллиард, а разработка и выпуск устройств был навсегда забыт. История Humane AI Pin — это идеальная микромодель хайпа вокруг ИИ. На бумаге все выглядит революционно, но в реальности технология оказывается сырой и непрактичной. И это не единичный случай. Исследование Массачусетского технологического института MIT показало, что 95% корпоративных пилотных проектов по внедрению генеративного ИИ терпят неудачу и не приносят заметной финансовой отдачи. Почему? Дело не в качестве моделей, а в их интеграции в реальные бизнес-процессы. Сотрудники тратят больше времени на проверку и исправление ошибок ИИ, чем экономят. В итоге, несмотря на многомиллиардные бюджеты, реальная отдача для большинства компаний близка к нулю. Технология есть, а как на ней зарабатывать – неясно. Сигнал номер 3. Завышенные оценки и предупреждения регуляторов. Третий сигнал — это то, о чем уже в полный голос говорят главные финансовые институты мира. Международный валютный фонд прямо предупреждает о формировании спекулятивного пузыря на рынке ИИ, сравнимого с крахом доткомов. Главный экономист МВФ заявил, что эйфория вокруг ИИ напоминает 90-е, но признал, что последствия могут быть иными. Экономисты из Apollo Global Management утверждают, что 10 ведущих ИИ-компаний сейчас переоценены даже сильнее, чем их аналоги в 2000 году. Реальные сливки снимают сейчас компании, которые в эпоху золотой лихорадки продавали бы старателям лопаты, производители чипов и оборудования для дата-центров. Инвесторы платят огромную премию за будущий рост, который не гарантирован, покупая акции с соотношением стоимости к прибыли более 50. Эксперты также указывают на сильнейшую концентрацию капитала.
Рост всего фондового индекса S&P 500 зависит от горстки технологических гигантов. Любое разочарование в ИИ может спровоцировать цепную реакцию и ударить по всей финансовой системе. Все эти сигналы рисуют тревожную картину. Рынок живет ожиданиями, которые все сильнее отрываются от реальности. Та же OpenAI заключает многомиллиардные контракты с NVIDIA, AMD, Oracle, но, как мы помним, у компании нет прибыли. И это подводит нас к главному вопросу. Если пузырь лопнет, почему в этот раз все может быть гораздо хуже? И восстали машины из пепла ядерного огня. Многие скажут, ну и что? Пузырь доткомов лопнул, но выжили сильнейшие, такие как Amazon, и интернет изменил мир. Тоже будет и с ИИ. Этот аргумент упускает одно критическое отличие между 2000-м и сегодняшним днем. Отличие, которое превращает проблему IT-сектора в угрозу для всей мировой экономики. В 2000 году пузырь доткомов был историей для профессионалов, венчурных фондов и трейдеров, гонявшихся за акциями убыточных стартапов. Да, обычные люди тоже теряли деньги, но столпами экономики оставались старые промышленные компании. Крах IT-сектора был болезненным, но не системным. Сегодня ситуация иная. Движущая сила ИИ-бума — это не сотни мелких стартапов, а великолепная семерка. Microsoft, Apple, Google, Amazon, NVIDIA, Meta и Tesla. Это не убыточные однодневки, а крупнейшие корпорации в истории с совокупной капитализацией в районе 22 триллионов долларов, что всего на 7 триллионов долларов меньше, чем ВВП всей экономики штатов за год. И в этом главная опасность. Акции этих компаний – основа современной финансовой системы. Они составляют огромную долю в главных фондовых индексах, таких как S&P 500. Недавно вес 10 крупнейших компаний в этом индексе превысил 40%, побив рекорды эпохи доткомов. Крах доткомов был как шторм, потопивший флотилию маленьких лодок. Трагедия. Но большие лайнеры мировой экономики поплыли дальше. Потенциальный крах ИИ-пузыря – это угроза для самих этих лайнеров. Если гиганты вроде Microsoft или NVIDIA, чьи оценки раздуты обещаниями ИИ, столкнутся с суровой реальностью, и их акции рухнут на 50-70%, как это было с лидерами в 2000-м. Это вызовет цунами и обрушит весь фондовый рынок, нанеся удар по пенсионным фондам, страховым компаниям и сбережениям миллионов людей. Как предупреждает МВФ, это может спровоцировать глубокую рецессию. Вот почему в этот раз все серьезнее. Риск больше не сконцентрирован в руках профессионалов. Он диверсифицированно размазан по всей системе. Мы все оказались в одной лодке, которая на полной скорости несется к айсбергу иррациональных ожиданий. Легко впасть в уныние. Но цель этого разбора — не напугать, а вооружить знанием. Как и в 2000-м, после того, как пузырь схлопнется, на руинах старого рынка возникнет новый. И понимание того, что именно выживет — ключ к сохранению капитала. Финансовые пузыри, как ни странно, выполняют важную функцию. Они направляют капитал в строительство инфраструктуры будущего. Крах доткомов оставил после себя бесценное наследие – дешевый и повсеместный интернет, на котором выросли Google, Facebook и вся цифровая экономика. То же самое, вероятно, произойдет и с ИИ. Когда хайп утихнет, останется инфраструктура. Дата-центры, чипы и базовые модели. Это станет фундаментом для нового поколения компаний, которые будут использовать ИИ для решения реальных задач в медицине, логистике, науке. Сегодня большинство разработок в сфере ИИ экстенсивные. Им нужно постоянно наращивать мощности, чтобы иметь красивые цифры для инвесторов. Если давление будет меньше, то вероятен интенсивный путь развития. Оптимизация моделей в рамках существующих мощностей и работа над внутренней эффективностью кода. Вспомним хотя бы, как появление в январе 2025 года китайского DeepSeek, который объявлялся таким же чат-GPT, но в 100 раз дешевле, обрушило акции NVIDIA на 17% за один день. Потом все, конечно, восстановилось, но сама мысль о том, что можно получить продукт-аналог чатика без огромных инвестиций в вычислительной мощности, напугала весь рынок. Кто же преуспеет? Снова вспомним золотую лихорадку. Больше всех заработали не золотоискатели, а те, кто продавал им лопаты. В мире ИИ продавцы лопат — это создатели инфраструктуры. Производители чипов, как NVIDIA, облачные провайдеры, как Amazon Web Service, Microsoft Azure и Google Cloud.
Они будут получать прибыль независимо от того, какой стартап выстрелит. Но даже здесь нужна осторожность, ведь их оценки тоже завышены. Поэтому второй тип выживших — это компании с реальными данными и клиентами, которые смогут эффективно внедрить ИИ в свой уже прибыльный бизнес. Ценность будет не в самом ИИ, а в конкретной измеримой пользе, которую он приносит. Пузыри ИИ — это не вопрос «если», а вопрос «когда». Но его крах не станет концом света. Это будет болезненное, но необходимое очищение рынка от пустых обещаний. И те, кто подойдет к этому периоду с холодной головой и трезвым расчетом, смогут не только сохранить деньги, но и заложить основу своего благосостояния на годы вперед. Итак, мы видим, что история повторяется. Астрономические оценки, массовая эйфория, гигантские ставки на будущее. Призраки доткомов вернулись в обличье ИИ. Но на этот раз системные риски гораздо выше, ведь на кону стоят сбережения миллионов людей. Тревожные сигналы от энергетического кризиса до провалов громких проектов уже звучат. Игнорировать их значит идти по пути инвесторов 2000 года. Но теперь вы предупреждены. Вы знаете, что за каждым великим хайпом следует великая коррекция. И именно она создаст возможности для следующего поколения по-настоящему великих компаний. А что вы думаете? Это повторение пузыря доткомов или в этот раз все по-другому? Оставьте свое мнение в комментариях. Нам действительно интересно узнать вашу точку зрения. Если этот разбор был для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему, мы подготовили специальный чек-лист, как отличать реальные ИИ-проекты от хайпа. Вы можете бесплатно скачать его в телеграм-канале компании. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр. Думайте своей головой. С вами был Квант Хилл.